Какой чай классный. Запись началась. Всем привет! Всем большой привет с города Норильска. Вы знаете, очень часто слышу от людей о том, что город Норильск очень страшный, очень ужасный и экологически опасный город. И это меня натолкнуло на вот такую мысль, почему бы не посмотреть в интернете топ самых страшных, самых ужасных и экологически опасных городов в мире. Давайте, сейчас мы с вами переключимся в интернет и посмотрим. Топ самых грязных городов мира. Отлично. Так, ну здесь, конечно, очень много читать, и мы, наверное, с вами попросим голосовой помощник, чтобы он нам это все зачитывал. И давайте, наверное, начнем с первого места. На первом месте у нас Чернобыль, Украина. Так, сейчас мы это все выделим и послушаем, что нам расскажет голосовой помощник про Украину, про Чернобыль. Чернобыль занимает в рейтинге первое место и получает звание «Самый грязный город мира». Наверное, нет человека на Земле, который бы не слышал о катастрофе, которая произошла в Чернобыле. Во время проводимых испытаний на Чернобыльской АЭС ядро реактора расплавилось, и произошел страшный взрыв. От этого 30 человек погибли сразу же на месте. 135 тысяч человек были эвакуированы. С тех пор в городе никто не проживает. Также мы помним про бомбы, которые когда-то были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Так вот, взрыв, произошедший в Чернобыле, повлек за собой в 100 раз больший выброс радиоактивных веществ. Эта трагедия навсегда останется в сердцах и памяти людей. А последствия этой аварии видны и по сей день. Да, значит, грустная история. Там получилась ошибка оператора. Я смотрел киношку, и есть, кстати, это не реклама, есть документальный фильм про Чернобыль, есть два художественных фильма про Чернобыль, один художественный фильм американский, вот, ну там, конечно, все раскатали по полной программе, спецэффекты и так далее, и так далее. А есть русский фильм про Чернобыль, там более-менее нормально, там нету вот этого Голливуда сумасшедшего. Так, давайте дальше смотреть. По рейтингу у нас город Дзержинск, Россия. Он находится на втором месте. Давайте, значит, мы выделим это все и послушаем, что нам расскажет голосовой помощник. Когда-то этот город был центром, где занимались производством химического оружия. После незаконно списаны и сброшены в грунтовые воды были тонны химических отходов. Люди в этом городе не доживают до старости. Мужчины в лучшем случае доживают до 42 лет, а женщины чуть больше, до 47 лет. По подсчетам, смертность в Дзержинске уже давно превысила рождаемость в 2,6 раза. Прогноз не самый оптимистичный. Печально, что в десятке самых грязных городов в мире наша страна занимает сразу 3 строчки. Замечательно вообще, отлично. Город Дзержинск, Россия. Вы знаете, я про этот город слышал и общался с людьми. В общем, там не очень, однозначно не очень, и оттуда люди все бегут. Ну, естественно, если там такая экологическая обстановка не очень хорошая. Так, ну хорошо, ладно, давайте посмотрим, что у нас на третьем месте по нашему рейтингу. Хайна, Доминиканская республика. Офигеть, можно, Доминикана, что ли? Это жесть какая-то. Так, ну давайте выделим это все и послушаем, что же нам расскажут про Доминиканскую республику. Я туда хотел поехать, ну, вообще, в общем, хотел поехать немножечко отдохнуть и посмотреть, что там, какие пляжи и так далее, так далее. А там вот такая вот не очень хорошая ситуация. В этой местности расположен завод, производящий автомобильные аккумуляторы. Отходы этого завода очень опасны, потому что в них очень высокое содержание свинца. Количество этого вещества настолько критично, что превышает нормы не в разы и даже не в десятки, а в тысячи раз. Это даже представить сложно. Самые распространенные заболевания в этой местности – врожденное уродство, психические расстройства и болезни глаз. Да, грустная история, вы знаете, а я думал, в Доминиканской республике все нормально и все хорошо. Оказывается, не все хорошо и не все нормально. Да, там, наверное, есть вот эти места, где там приезжают там туристы, отдыхают и так далее, и так далее. Но, наверное, эти места,
ну, довольно-таки далеко от вот этой вот экологической катастрофы в Хайна. Это жесть просто какое-то. Врожденное уродство, психические расстройства и болезни глаз. Вах, вообще жесть какая-то. Так, давайте дальше смотрим. Кабве, Замбия. Ну, на фотографии тут посмотришь и, конечно, от этого всего офигеваешь, что там вообще у них происходит. В прошлом веке в этом городе было обнаружено богатое месторождение свинца. Воздух настолько загрязнен тяжелыми металлами, нормы превышены в 4 раза. Жители пожинают тяжелейшие последствия попадания в организм опасных веществ. Рвота, понос, отравление крови, хронические заболевания почек и даже атрофия мышц. Но вы знаете, тут даже комментировать нечего. Это вообще вот это Замбия, это, я так понимаю, это Африка, да? Ну, вообще, сама по себе Африка, конечно, не очень живет и жила. Когда была колония, то это вообще там трэш был какой-то. Сейчас, конечно, они чуть посвободнее живут, но я так думаю, колониальный строй там в большинстве, может быть, в половине Африки еще и остался. Некоторые, конечно, страны, там, республики, они уже такие более-менее независимые, но многое, наверное, там еще зависит от наших западных партнеров, которые добывают вот это все безобразие там, а к себе привозят, наверное, уже более чистые продукты. Так, давайте дальше. Лаорайя, Перу. Ага, Лаорайя, Перу. Честно говоря, вот это вот не слышал это я всего. Вот про вот это Лао, Арая, Перу, что там, ну это, если я не ошибаюсь, это Южная Америка. Давайте послушаем, что там. Этот небольшой шахтерский город уже давным-давно стал подвержен выбросам токсичных веществ, поступающих в атмосферу из-за работы местного завода. В крови у местных детей содержится количество свинца, которое давно превышает все нормы. В результате дети вынуждены страдать от тяжелых заболеваний. А о растительности в этом городе давно забыли. Все, что тут когда-то произрастало, уничтожили кислотные дожди. Но вы знаете, на самом деле вот эта Лаорайя, Перу, я так думаю, она заслуживает, чтобы про нее Голливуд написал какой-то сценарий и снял какой-то фильм. Однозначно. Вообще, вот вы знаете, мы дошли до 5 места, и я уже от этого всего офигеваю. Вот кислотные дожди, свинец и вообще вот эта страшная экология. Когда начинаешь вот про вот это все читать, то просто в шоке от этого всего. Так, ну хорошо, давайте посмотрим, кто у нас на 6 месте. Линь Пынь, Китай. Ни разу не слышал. Я слышал, что в Китае там не очень, в некоторых местах хорошо. Вот, но чтобы так, как вот показано на фотографии, я, честно говоря, не слышал. Линьфэнь, хотя и не является самым грязным городом в мире, но в стране, пожалуй, именно у него самая худшая экологическая обстановка. В воздухе присутствуют такие вредные вещества, как свинец, углерод, пепел и так далее. Содержание этих веществ уже давно превысило все допустимые нормы. Можно сказать, что в этом виноваты сами китайцы. Всем известно, что страна остро нуждается в угле, поэтому по всей территории создаются сотни шахт, порой незаконных и совершенно нерегулируемых. Увы, город Линьфэнь стал своего рода шахтой. В результате страдают люди, получая тяжелые и неизлечимые заболевания. Да, честно говоря, вот вы знаете, про этот город я не слышал ничего. Я слышал, что там, ну, так вскользь, что в Китае там, конечно, в некоторых городах, в некоторых местах там довольно-таки жестко, очень жесткая экологическая ситуация, но то, что здесь пепел летает, да, вот это вот просто фетиш какой-то. Хорошо, давайте дальше смотреть. Майлу Су, Кыргызстан. Вы знаете, в этом рейтинге я не ожидал увидеть Кыргызстан. И мне просто будет очень интересно узнать, что же там в Кыргызстане, какая там экологическая катастрофа. В ближайших окрестностях этого населенного пункта расположено огромное захоронение радиоактивных веществ. Уровень радиации в этих местах превышает норму в десятки раз. Поскольку в этом районе частыми явлениями считаются оползни и наводнения, возникающие из-за землетрясений, а также ливни и селевые потоки, опасные вещества распространятся по региону с быстротой молнии. В результате местные и жители близлежащих окрестностей страдают от онкологии.
Вы знаете, по сравнению, допустим, с предыдущими кандидатами, вот это в Кыргызстане, то, что происходит, это еще более или менее. Вот, ну, может быть, просто это в этой статье эта тематика не раскрыта, а вот именно Майлусу, Кыргызстан. Может, и тут вскользь пробежали. Если, допустим, копнуть поглубже, то там, наверное, тоже не очень хорошо. Так, 7 место, 8 место. 8 место, Норильск, Россия. Ну, давайте мы послушаем нашего голосового помощника, что нам расскажут про город Норильск. Что же здесь, в этом городе, случилось? Норильск – город, в котором находится огромное число заводов и фабрик, где плавятся тяжелые металлы. В результате такие вредные вещества, как никель, стронций, медь и так далее, непрерывно витают в воздухе. Жителям города не позавидуешь. Снег, больше похожий на грязь, и воздух с привкусом серы. Но это еще не самое страшное. Смертность повышена, срок жизни намного меньше среднего по стране, и болезни здесь практически у каждого. В Норильск больше не приезжают иностранные туристы, ведь даже непродолжительное нахождение в этом городе может сказаться на самочувствии, что вылечиться потом будет очень сложно. Да, мы, значит, послушали про наш город, про Норильск, и вы знаете, я не соглашусь с этой статьей и то, что здесь сказано в этой статье. Да, я хочу сказать, что здесь было такое, да, было такое, но сейчас здесь намного лучше. Вот, комбинат Норильский никель очень серьезно взялся за экологию и борется с этим по максимуму. Может быть, когда-то это было в Советском Союзе, да, я, допустим, вот был еще при Советском Союзе, заезжал на никелевый завод, и там, короче, был такой зеленый смог, вот, прям вот на никелевом заводе. Но сейчас этого ничего нету, вот, и воздух намного лучше. Единственное, то, что здесь в городе у нас, как вам сказать, холодно, очень холодно. 69-я параллель, минус 45, минус 50 градусов сейчас. Это действительно тяжело. Вот. Норильск у нас, значит, по рейтингу топ-10 на 8 месте. На 8 месте. То есть не на первом, не в пятерку входит, а именно на 8. Так, давайте дальше. Что у нас там на 9 месте? Ранипет, Индия. Вы знаете, я так и думал, что Индия обязательно войдет в этот топ, потому что там тоже проблемы и не очень хорошие. В этой местности находится крупный кожевенный завод, занимающийся дублением кожи и окраской. Соли хрома, хромат натрия и другие вредные вещества используются для работы на заводе, а впоследствии тонны опасных отходов вместо ликвидации и утилизации оказываются в грунтовых водах. Питьевая вода, грунтовые воды и почва становятся непригодными для использования. От этого люди не просто болеют, есть множество случаев с летальным исходом. Тем не менее, местные фермеры продолжают трудиться на отравленной земле, поливая свои культуры загрязненной водой. Да, очень печальная и грустная история. Вы знаете, вот, честно говоря, где вот везде вот это все производство, то, ну, вот любое производство сопровождается какой-то химией, это однозначно. Наверное, производство валенок, вот реально валенок сопровождается химией. Ну, если валенки ты делаешь вручную, не на заводе на каком-то. А вот любой, вот мы дошли до 9 места, и больше половины вот этого рейтинга это заводы, выбросы и так далее, и так далее. Грустная история. Но, наверное, я так думаю, человечество на этом не остановится. Оно будет продолжать это все делать, потому что потребление растет, растет, численность людей на нашей планете растет. И, наверное, в конце, когда это все просто надуется рано или поздно и просто лопнет. Ну, я имею в виду про нашу планету Земля, и она превратится в Марс. Да, вот такая вот история. Хорошо, давайте. 10 место. Кто у нас на 10 месте? Рудная пристань. Ну, по всей видимости, город такой. Россия. Да, Россия. Давайте послушаем, вообще узнаем, что это за город такой. Я, честно говоря, первый раз слышу. Российский город открывает рейтинг с самыми грязными городами мира. По подсчетам, приблизительно 90 тысяч человек считаются потенциально зараженными. А все из-за вредоносных веществ, таких как ртуть, свинец и кадмий, которые загрязняют все вокруг. Эти вещества содержатся во всем, в чем так нуждается человек – в питьевой воде, фауне и почве.
В результате местные жители не могут полноценно получать необходимую воду, заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур – это просто опасно для здоровья. Даже в крови местных детей содержится множество опасных веществ, превышающих норму в недопустимое количество раз. Но лучше не становится. С каждым годом масштабы загрязнений все больше. Ну что ж, мы с вами посмотрели, какой самый грязный город в мире. И город Норильск в некоторых рейтингах не входит, а в некоторых рейтингах входит, но на последних местах. Так что делайте выводы. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.